Александр, добрый день, это Торе. Мы с вами встретились вживую в эту прошедшую субботу. Было большое удовольствие и честь для меня с вами увидеться лично, пожать вам руку. Вы с Иваном делаете огромную работу, просветительскую работу, культурную работу. Большой вам за это поклон. И как и обещал, делюсь с вами своей историей. Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». Сегодня вас ждет удивительная история из уст человека, который присутствовал на концерте Димаша в Нью-Йорке. Из этой истории вы узнаете, что национальный казахский шопан, который Димаш подарил Ивану Урганту, это вещесон, воплощенный в жизнь. А также вы узнаете, что так сильно растрогало Димаша за кулисами после этого легендарного концерта. Материал и правда эксклюзивный, поэтому обязательно смотрите до конца, чтобы понять и проникнуться этой историей. А теперь самое время познакомить вас с героями этой истории. Это Торе. Мы познакомились с ним в Алматы во время встречи друзей возле памятника Джамбула Джабаева. А это его красавица-мама Магрипа Габасовна. Надо сказать, что эта семья знает не только интересные истории, но и невероятно вкусный рецепт козы, который мы благополучно довезли до дому и почти полностью с ним расправились. Теперь, когда у меня все готово, Торе, начинай. Начну с самого начала. Начало — это, конечно же, творчество Димаша, а точнее мое знакомство с творчеством Димаша. Я впервые услышал его голос в начале 2019 года. Я на тот момент был какое-то время за рубежом, и поэтому для меня его песни, его творчество было настолько эмоционально захватывающим, настолько пронизывающим, что я помню, как я разрыдался, услышав его песню первую. С тех пор я начал взахлеб слушать все его песни, изучать досконально его творчество. И где-то в середине 2019 года, одной летней ночью, мне приснился необычный сон. Значит, попал я на один из его концертов, стою позади всей толпы фанатов бушующих, фанатов восторженных, фанатов, наверное, погруженных в какой-то экстаз от того творчества, того выступления, которое Димаш дарил им. А Димаш стоял белый, лучезарный на сцене и буквально так и сиял. И вдруг в один момент я попадаю в самый перед этой толпы. Чуть ли не почти прям на сцену. И он оказывается передо мной. И я вручаю ему шопан. Шопан, который тоже появился невесть откуда. На что он благодарность кланяется, принимает, и этим сон заканчивается. И я поставил себе цель. Во что бы то ни стало, я найду шопан и подарю его Димашу. Представляете, на тот момент не было никакого у меня понимания, где я найду шопан, где я встречусь с Димашем, как я ему этот шопан вручу. Но цель я себе такую поставил, начал действовать. И в течение ближайшей недели, к чуду, этот шопан нашелся. Красивый, выполненный просто в наизысканнейшем виде, очень добротный, очень качественный, как будто сам Бог послал его. Я его припас и начал ждать возможности попасть к Димашу. И вдруг, через недели 2-2,5, появляется новость, что Димаш будет выступать с концертом в Нью-Йорке. Это тогда на тот момент был концерт Игоря Крутого, и Димаш приезжал в составе других членов, которых с собой привозил Игорь Яковлевич. И я купил билет моментально и начал ждать того заветного дня. И вот наступил заветный день, 26 октября 2019 года. США, Нью-Йорк, Барклэйс-центр, 7 часов вечера. Долгожданный концерт Игоря Яковлевича Крутого. И для меня это был долгожданный момент. И я, естественно, со своим подарком в руках уже заранее, за час до начала концерта, находился внутри концертного зала и устремился к сцене. Устремился к тому самому месту, в котором я стоял в своем сне. Встал туда и начал ждать. Ждать какого-то чуда. И вдруг краешком глаза я заметил знакомое лицо вдалеке. Это был особый момент. Так тепло, так по-доброму, так по-отечески ко мне никто никогда на том континенте не обращался и никто никогда не встречал.
Я этот момент запомнил навсегда. И вот с такими теплыми эмоциями я вернулся на свое место и начал наслаждаться концертом. Концерт был замечательным, а выступление Димаша было просто потрясающим. Конечно, я изучил уже к тому моменту все его песни. Мне казалось, я знаю каждую ноту, но вживую это было нечто иное. А спустя несколько дней друзья меня обрадовали новостью. Оказывается, Димаша пригласили прямиком из Нью-Йорка в Москву на Первый канал на передачу «Вечерний Ургант». Сам Иван Ургант. Меня это очень сильно обрадовало. Я стал с нетерпением ждать выпуска этой программы. Хотелось вновь увидеть Димаша, услышать его голос, услышать его слова, его мысли. И наконец-таки наступил тот вечер. Я стал смотреть программу с друзьями, и вдруг, в момент, когда Димаш выходит на сцену, меня поджидает абсолютно невероятный сюрприз. В руках у Димаша подаренный мною Шопен. Оказывается, Димаш, наш скромный, наш альтруистичный Димаш, наш золотосердечный Димаш, решил этот Шопен, как символ казахской культуры, вручить самому Ивану Урганту. Я настолько восхитился этим поступком, я подумал, какой он молодец. Какой он молодец, ведь этим он показывает культуру Казахстана наилучшим образом на весь мир. И когда еще выпадет такая возможность такому человеку на таком уровне вручить такой подарок? Я начал от радости просто прыгать. Друзья смеялись надо мной, говорят, что с тобой произошло. Они к тому моменту еще не знали, что тот Шопен был подарен мною. Когда я им рассказал, они были в абсолютном шоке, они не могли поверить. И представляете, этим еще история не заканчивается. На следующем сольном концерте Димаша мне удалось попасть к нему лично. Фух, я сейчас вспоминаю, у меня даже начинает язык заплетаться от волнения. Прям захлестывают те эмоции, как будто это все вчера произошло. Значит, наступило 12 декабря 2019 года. Я там же в Барклейс-центре в 7 часов вечера, но уже на сольном концерте нашего Димаша. И его концерт, 3,5 часа его выступления пролетели буквально как 1 минута. 1 минута полного духовного и душевного наслаждения. И я начал под впечатлением, под влиянием всех этих эмоций бродить по Барклейс-центру, несмотря на то, что уже все люди расходились, центр закрывался, везде темнело, и сотрудников персонала тоже становилось меньше. И когда я ходил, первый раз я прошел мимо двери, над которой висела табличка security, и стояло 2 охранника возле нее. И попробовал пройти туда, но меня сразу же не пустили, сказали, что так как я не работник или не член группы Димаша Кудайбергена, мне туда не полагается. Я не стал задавать вопросов и просто прошел дальше. Сделал круг, вернулся обратно, и к тому моменту уже, наверное, был 12 час ночи. Уже, естественно, никого не было. Ну и я для себя решил, думаю, спущусь для себя, посмотрю, что там, может быть, встречусь. А если даже не встречусь, то просто хотя бы похожу по тем же местам, подышу тем же воздухом, что наш Димаш. Спустился вниз, и опять же, просто разгуливая и не ожидая ничего конкретного, я случайным образом столкнулся с личным визажистом Димаша Жарханом Ага. Очень замечательный человек, очень светлый, очень добрый, очень открытый. И я подошел к нему, поздоровался, сказал: «Ага, меня зовут Турежан». И он тут же моментально говорит: «Слушай, я тебя где-то видел. Ты же парень, который принес тот Шопен». Я говорю: «Да». Он говорит: «Слушай, какой ты молодец, какой ты молодец. Здесь, за рубежом, за 1000 километров от дома, пришел и не забыл почтить нашу культуру и отдать дань уважения Димашу». Я говорю: «Да, для меня честь, и, наверное, он уже уехал. Я просто хотел подышать тем же воздухом, что и он». И когда я усмехнулся, он говорит: «А кто тебе сказал, что его уже здесь нет?» Я говорю: «Как, он здесь?» «Конечно, он все еще здесь, он в гримерке, его фанаты, его репортеры не отпускают, он все еще здесь». И сначала вышел его отец, который сразу же меня признал. Говорит: «О, как дела? Молодец, что зашел».
Затем его мама вышла, с которой я тоже поздоровался, представился, рассказал о том, что я был именно тем самым мальчиком, который принес Шопен. Она была очень восторжена этим и сказала: сейчас Димаш выйдет. И вышел Димаш. Но это был просто незабываемый момент. Знаете, наверное, это был самый счастливый момент последних 3 лет для меня. И когда он вышел, меня вдруг посетила идея: а можно я тебе поклонюсь, Димаш? Поклонюсь за твой гигантский труд, за твое золотое сердце и за все то, что ты делаешь для нашей страны и для нашего мира. И я поклонился ему до самого пола и стоял в поклоне секунд 10. А когда поднял глаза, увидел в его глазах слезинку. Его это тронуло. И он направился ко мне с распростертыми объятиями. И мы обнялись, как братья. Я сжал его, что есть сил. И вот, наверное, эта фотография запечатлела тот момент как нельзя лучше, потому что я в тот момент не думал уже ни о чем. Весь мир ушел на второй план. А на первом плане было то, что моя мечта сегодня сбылась. А еще он подарил мне кепку. Кепку, которую озолотил своим собственным автографом. Вот, собственно, и вся моя история в кратком пересказе. Еще раз благодарю вас за то, что просто вы есть. Есть кому рассказать это. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.